Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня продолжение урока. Сегодня я покажу, как приклеить лепнину, чтобы бантик не мешал, и также покажу, продолжу декор павлина, покажу, как прикрепить вешалку и как задекорировать павлина сзади, как приклеить бантик и вот как он выглядит сзади. Этот вопрос мне задали в Инстаграм, как же павлин выглядит сзади. Теперь показываю вам. Бантик у меня приклеен, и покажу, как приклеить лепнину, чтобы вот эти вот края не мешали. И прежде чем начать работать, вот я смотрю, что бантик у меня чуть больше, чем мне нужен. Поэтому подготавливаем бантик. С одной стороны обжигаем. И вот вы видите, немножко вот тут длиннее. Надо, чтобы у нас все было ровненько и красиво. Так, зажигалку убираем. И вот бантик я подготовила. Теперь, чтобы приклеить лепнину, вот она вот тут мешается. Что я для этого делаю? Как всегда, спасают иголочки. Я беру бантик и вот так прямо убираю его и закалываю иголочками. Вот. И также делаю со второй стороны. И все, теперь бантик мне не мешает. А когда я подклею лепнину, все отпущу, и вот бантик станет на свое место. Ну а пока все подкалываем, чтобы не мешал, и продолжим сейчас работу. Здесь у меня брошки не будет, верхняя часть рамки закрывает бантик. И я беру и наношу клей. Я использую уху клей и наношу на лепнину. Наношу до краев, не дохожу. Вот прямо вот так вот. И даю немного клею загустеть, не приклеиваю сразу. Теперь я беру свою игрушку, беру в руки, не накладываю, когда она у меня вот тут на подставке, а именно в руки. И смотрю, как у меня здесь расположено. Вот верхняя часть у меня перекрывает бантик. Я накладываю сюда, придерживаю рукой. И сейчас смотрю, чтобы здесь у меня все ровно было. Вот теперь, когда ровно, теперь я прижимаю. Но тоже сильно не прижимаю, даю немного закрепиться. Вот не буду камеру останавливать, чтобы вы видели примерно, сколько это занимает времени. И когда я уже вижу, что клей закрепился, так, смотрим, нигде никаких подтеков. Теперь перекрываю рукой и подержу. И все вот эти края должны приклеиться. И лучше, конечно, воспользоваться салфеткой. Вот я все обвернула. И теперь минут 5 подержу, чтобы у меня все схватилось. Моя лепнина приклеилась, но пока бантик я держу, его никуда не отпускаю. Пускай он там будет заколотый, чтобы не мешал. И начинаю подклеивать. Начинаю подклеивать вот здесь, где у меня будут крылья, и все это закроется. Наношу клей аккуратненько. Клей наношу как на ткань чуть-чуть, так и на рамку. И подклеиваю. И прижимаю. Так, вытираю носик сразу. И продолжаю работу. Уже не раз показывала, как это делать. Работаем очень аккуратно, чтобы ничего не испачкать. Хоть у нас здесь будет все прикрыто, но в любом случае надо работать очень аккуратно. Снова вытираю носик. У меня всегда под рукой салфетка. Все сразу укладываем, чтобы они смотрели вверх. Теперь вымеряем, сколько страз нам надо. Так, найду маленькие ножницы, сейчас вернусь. Так, измеряю.
лишнее отрезаю, придерживаю пальчиком, чтобы у меня никуда ничего не отскочило. И продолжаю наносить клей, и все края надо между собой склеить. И даем закрепиться. Теперь примеряем крылья. Здесь можно вот так приклеить, можно расстояние оставить. У меня ангел посередине, поэтому я оставляю расстояние. И, конечно, смотрю, чтобы у меня все было одинаково, вот как здесь. И примеряю ангела. Так, еще чуть-чуть по сторонам. Вот так. Здесь у меня середина. Ориентируюсь. И вот с середины уже вот, чтобы все было ровненько. И можно приклеивать. И приклеиваем точно так же, как рамочку. Наносим сначала клей. Вот я до краев не наношу. И даю немного клею закрепиться. Вот так откладываю на вторую. Никогда до краев не доходим клеем. И вот эти тонкие детали я потом подклею точечно маленьким клеем. Вот, даю закрепиться. Теперь я перехватываю пинцетом, так удобнее. И вот ориентируюсь на вторую часть и подклеиваю. Одну и вторую. Не прижимаю сразу. Теперь, когда у меня тут несколько секунд, 30 секунд постояло, можно прижать и дать закрепиться. И затем наносим клей на ангела и подклеиваем посередине. Ну вот я нанесла клей на ангела и тоже перехватываю его пинцетом и укладываю. Не стараемся сразу везде нанести клей, чтобы вот на маленькие детали, чтобы ничего не испачкать. Когда все основное приклеится, вот тогда и нанесем остальное, подклеим точечно. Прижимаю и даю закрепиться. И пока я держу ангела, вот теперь, когда у меня там все основное подклеилось, вот теперь я могу вот так точечно нанести клей на вот эти тонкие детали и подклеить их. Все сразу прижать и дать закрепиться. И теперь, когда у меня все приклеилось, можно задекорировать лепнину. Я буду декорировать вот такими стразами. Как раз они мне подходят по цвету. Можно этого не делать. Нанесу клей. Когда работаем с клеем, как я уже говорила, лучше дать клею немножко постоять. И тогда он схватывается и все приклеивается. Многие клеют сразу и потом жалуются, что все отваливается. Сегодня я нашла комплект игрушек, который делала 2 года назад, если помните, в золоте. И я даже поскоблила. Ничего, ни одна стразина не отвалилась. Чуть позже покажу. И вот у меня уже все украшено. Теперь иголочки можно снять. И вот бантик встанет на свое место и не испачканный. Вот мои игрушки, какие они получились. И в этом комплекте, конечно же, еще 2 павлина. Я еще не решила, делать их на шаре или просто так, но пока вот они у меня есть. И, конечно, здесь будет несколько бантиков на елку. Бантики буду делать завтра. А хотела показать я вам вот этот комплект. Делала я его 1,5 года назад. И вот вы видите, нигде ничего не отвалилось. Делала я его для себя и 1 год использовала. Вот я даже тут все поскоблю. Вот вы видите, все держится. Ничего нигде не отвалилось, не отклеилось. Все держится.
Здесь у меня стразовая цепь, а здесь стразовое полотно. И вот вы видите, нигде ничего не отвалилось, если не отклеилось, если все правильно подклеить и сделать. Вот здесь ни одной стразинки, нигде ничего не отвалилось. В этом году у меня будет елка в синем цвете, поэтому этот комплект выставлю на продажу. Вот, посмотрите, как все идеально и все держится. А на пока шары я откладываю. И сейчас я доукрашу павлина, сделаю ему вешалку, покажу, как это все сделать. Приклею бантик и также украшу здесь перья сзади и посмотрим, как же павлин выглядит сзади. Мне этот вопрос задали в Телеграм. Для начала прикрепим вешалку. Я взяла 21 сантиметр ленту и одеваю с задней стороны, именно с задней стороны, потому что когда мы будем перетаскивать сейчас узелок, то он окажется сзади. Если мы сделаем наоборот, то он окажется спереди. И вот так завязываем и затягиваем. Вот. Теперь я расправляю вешалку. Просовываю вот сюда пинцет и вот так ровненько перетаскиваю вешалку через петлю, которая создалась. И вот сейчас я вот так затягиваю, и вот вы видите, узелок оказывается сзади, не спереди, а сзади. И теперь этот узелок подклею небольшим количеством клея и затягиваю. Здесь я приклею стразину. Ну а пока подготовим бантик. Я примеряю бантик и также смотрю, сколько мне надо отрезать. Я уже говорила, что когда делаю бантики, я не обрабатываю края, оставляю как есть и уже обрабатываю их в процессе работы, когда я все примеряю. Теперь я примеряю бантик. Смотрю, куда мне его подклеить. Вот, мне вот так все подходит. И я всегда подклеиваю не сзади вот так, а именно смотрю на павлина, вот, например, и подкладываю бантик под низ. Так я зрительно вижу, как он выглядит. Если я буду делать это с этой стороны, то лицевую сторону я не вижу. Поэтому я беру бантик, клей наношу на бантик. Достаточно много клея. Поворачиваю павлина и вот подклеиваю бантик. Даю закрепиться. Теперь, когда у меня закрепилось, я могу вот так отодвинуть и посмотреть, где что мне надо еще подклеить. Вот здесь я могу нанести клей, подклеить. Подклеивается только одна сторона бантика. Вот здесь я могу подклеить. Лучше с первого раза не наносить много клея, а потом вот так по чуть-чуть доклеить. И вот здесь, чтобы у меня все лежало красиво. И теперь заднюю сторону павлина тоже надо украсить. Вот эти вот перышки я украшу стразами. Я беру клей, вот так отодвигаю немного перья, наношу клей. Здесь надо аккуратно работать, чтобы перья не потащили за собой клей. И подклеиваю стразы, чтобы здесь тоже было красиво. И вот так по убывающей я подклею стразы. Очень аккуратно отодвигаем перышки и только потом подклеиваем. И вот эту сторону. Часто задают вопрос, как павлин выглядит сзади.
Вот сейчас вы видите, как он выглядит. И продолжаю работу. И не забываем вот здесь подклеить стразину. Нанесла клей, выбираю подходящую по размеру и подклеиваю. Мои павлины тоже готовы. И вот как они выглядят сзади. Все чисто, аккуратно и красиво. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. И, конечно, продолжение следует. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока. Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья. Сегодня я покажу, как приклеить лепнину при уже бантике подклеенном, чтобы нам не мешали бантики вот эти